Честно говоря, я не очень завидую сейчас студентам, которые будут только сейчас выходить на рынок труда в Германии. И сейчас объясню почему. Меня зовут Кристина, последние 5-6 лет, я 6 лет уже живу в Германии, и для меня очень важно, знаете, сравнивать Германию тогда и Германию сейчас. Это помогает мне как-то больше понимать вообще мой карьерный, да, рост, какие возможности сейчас еще предлагает Германия. И Германия, Италия — это страна, в которой бы я, например, хотела оставаться на долгосрочную перспективу или нет, вместе с моим партнером. Поэтому это, мне кажется, очень важная тема тоже для понимания, вообще, если вы сейчас только приезжаете в Германию, если вы приехали в Германию, если уже какое-то время вы учитесь в Германию, понимать вообще, как сейчас обстоит рынок труда, да, в этой стране. Почему я могу про это говорить? Потому что в плане моей ежедневной работы, да, я очень часто общаюсь со студентами, я общаюсь с выпускниками вузов, и мне это помогает еще больше понять вот эти pain-поинты, которые сейчас существуют на рынке труда, не просто там читая, да, в каких-то новостях или читая, проверяя статистику, а действительно со слов людей, которые сейчас пытаются найти работу в этой стране. И, к сожалению, все выглядит не так радужно. И, опять же, сравнивая это все с опытом, который я сама прошла порядка 5-6 лет назад в Германии, это тоже сейчас выглядит очень-очень по-разному. Про что бы я хотела сказать? Первое — это вообще поиск работы в Германии. Вся динамика поиска работы, она совершенно поменялась. То есть, если 5-6 лет назад вы могли просто вытащить на своем CV, на своем крутом резюме, то сейчас, я бы сказала, такая история уже не совсем работает. Если ваше CV только, знаете, там не какого-то God level, если у вас нет 6-5 языков, если у вас нет сертификата просто на каждый вообще skill и knowledge, то тогда найти, скажем так, хорошую работу только по CV будет очень-очень сложно. Что я замечаю? В основном люди пытаются либо сделать сначала практики, интерншипы или поработать как веркстудент в компании, в которой они хотят потом в дальнейшем работать, либо они просто пытаются выйти и сконнектиться с людьми, которые непосредственно работают в этой вот их как бы компании будущего, да, компании мечты. Это очень помогает, это такой, знаете, old-fashioned метод, да, когда непосредственно человек уже изнутри будет, скажем так, сможет за вас замолвить словечко и будет вам как-то тоже влиять на вашу подачу, да, в эту компанию, если вы хотите там работать. История вот про все эти, знаете, там LinkedIn, Headhunter, Xing, Glassdoor, все эти веб-сайты, это, скажем так, тоже сейчас, я бы это назвала большой скам, особенно про LinkedIn. Я бы этого очень сильно остерегалась, потому что неоднократно были такие истории, когда компания, они, например, открывают на LinkedIn позиции, там, не знаю, 5-10 позиций, они говорят просто easy apply, но когда ты заходишь на сайт компании, таких позиций либо нет, либо когда ты начинаешь как бы копать еще глубже, когда ты начинаешь разговаривать с людьми, которые работают в этой компании, они говорят тебе, типа, ты вообще что, с ума сошел? У нас тут людей налево-направо увольняют. Да, то есть LinkedIn — это, знаете, такая история, которую компании используют, и, на мой взгляд, они это используют просто как инструмент маркетинга, чтобы у них как бы происходил какой-то engagement с аудиторией, и не более того. Особенно в Германии, если вы работаете, допустим, в индустрии automotive, да, авторынок, то это, скажем так, индустрия, которая сейчас проживает огромный кризис в связи с тем, что немецкий рынок, он просто не справляется с конкуренцией с китайским рынком. Китайский рынок — это электрокары, это также, если не китайский рынок, то у нас есть Tesla, которая сейчас очень активно, прогрессивно это все развивается на рынке Европы. И по моему экспириенсу в прошлом месяце я успела съездить в Китай. Я вам скажу, что практически каждая китайская компания, они сейчас уже либо есть на европейском рынке, либо у них есть план выхода на европейский рынок до самое кратчайшее, это 2027 год, самое позднее точнее. Поэтому немецкий рынок, он сейчас очень-очень прогибает в этой сфере. И, конечно, если вы хотите, допустим, найти себе работу как инженер, да, где-то там в какой-нибудь, не знаю, Porsche, Mercedes, BMW и так далее, то
Это будет сейчас такая сложная задача, поэтому, опять же, здесь могут сыграть либо частные какие-то личные, да, коннекты с людьми из этой компании, либо сначала пробовать себя просто как там internship, либо как werkstudent, и потом уже пытаться найти полноценную full-time работу. Но тоже такая история, в компаниях сейчас очень часто бывает, что они даже не нанимают внутри компании, то есть они, если вы как сделали интерншип этой компании, нет гарантии того, что они вас наймут на full time. Это тоже история, которую я слышала и среди своих друзей, и даже на каком-то внешнем, да, рынке, когда я разговариваю просто с другими студентами в нашем частном вузе. Вся история про банкинг, вот эту индустрию финансов, это тоже уже не настолько глэм, как это было раньше, то есть все-таки кризис 2008 года, он очень сильно повлиял на эту индустрию, поэтому если вы считаете, что когда вы будете, там, не знаю, находить себе позицию аналитика, да, где-то в банке или в любом финансовом учреждении, то я бы просто сняла розовые очки и тоже не рассчитывала на какие-то сумасшедшие зарплаты, бонусы. Это такая немножко забытая история. Все-таки нужно рассчитывать на то, что вы будете сидеть в офисе по 60, по 80 часов в неделю. У вас не будет никакой личной жизни, и все, что вы будете делать, это либо Excel, либо PowerPoint и делать презентации. Поэтому это тоже не такая индустрия, которая сейчас очень-очень сильно переживает вообще изменения в плане культуры и того, как она себя показывает. Еще интересный момент, тоже в плане индустрии, я бы хотела сказать касаемо Deep Tech, касаемо всей вообще IT-истории, программистов и так далее. В Германии я бы не сказала, что это, как бы скажем так, если вы читаете новости, если вы где-то там, не знаю, смотрите в Инстаграме, какие-то social media, то вам может быть казаться, что в Европе это тоже индустрия, куда вообще нужно идти, где вы сделаете огромные деньги, но здесь я вам скажу такой небольшой лайфхак. В этой индустрии тоже забудьте про LinkedIn. Я бы не сказала, что это место, где вы действительно должны искать себе работу и какие-то крупные проекты. Здесь это, наверное, индустрия Твиттера. И это реально работает, я могу вам это говорить, потому что это сработало для моей семьи, для моего партнера. Он тоже, получается, одно время работал на фулл-тайме, и затем он перешел в формат фриланса. Но это также работает, если вы только сейчас выходите из вуза и если вы ищете работу. Пытайтесь коннектиться с людьми на Твиттере, потому что Твиттер — это такая платформа, где именно программисты, технари сидят, они это всегда скроллят, они это проверяют, они коннектятся там с людьми. Если вы находитесь, допустим, в Германии, в европейской стране, если ваша виза вам позволяет, то вы можете даже найти работу где-то в Америке, потому что Америка — это страна to go, если вы именно находитесь в этой сфере. Если вы находитесь в сфере AI, искусственного интеллекта, КИ, мы можем это назвать по-разному, то вам тогда даже не обязательно будет смотреть на немецкий рынок, вам можно будет просто коннектиться с людьми на Твиттере, которые работают в этой индустрии, и искать работу где-то на удаленке. Поверьте, вы будете намного flexible, вы будете намного больше денег получать за это. Единственное, конечно, нужно будет выяснить всю историю вообще с социальным страхованием, вот это вот все, да, но, в принципе, это вариант, который я вам тоже советую рассматривать, если вы только сейчас заканчиваете свой бакалавриат, заканчиваете свою магистратуру и начинаете искать свою работу в Германии. Есть также очень много разных форматов, которые вы можете рассматривать для себя, если вы хотите, допустим, выходить уже с full-time на другие форматы работы в Германии, и про это я расскажу во втором видео, которое выйдет тоже совсем скоро после вот этой первой части. Но что бы я еще хотела сказать по поводу рынка в Германии, это довольно-таки сейчас очень наполненный рынок, то есть если вы заканчиваете какую-то обычную, там, не знаю, business administration degree, то вам будет реально сложно. Поэтому, возвращаясь к теме CV, к теме своего резюме, пытайтесь обязательно во время вашего обучения,
если у вас уже там, не знаю, какой-то последний год, да, вашего обучения, пытайтесь этот год реально инвестировать в то, что вы будете максимально просто сертификаты какие-то получать, будете максимально скиллы учить, обязательно технические скиллы. Это тоже вот, допустим, скажем так, мое личное наблюдение. Я замечаю, что сейчас уже просто с моим образованием там, да, в экономической сфере, у меня вот есть бакалавр в экономиста и международное, International Economics, международной экономики и госуправления. Вот у меня вот эти есть, как бы, да, два образования, но у меня нет какого-то технического бэкграунда. Если я хочу развиваться дальше в своей карьере или даже в своем личном, да, проекте, в бизнесе, то мне обязательно нужно техническое какое-то еще иметь умение. В моем случае я, допустим, развиваю скиллы такие, как Blender или что-то тоже касаемо маркетинга, веб-дизайна, мне это интересно. Главное просто что-то найти, что будет именно вам интересно и что будет вас выделять на рынке труда, если вы будете, да, подаваться на какие-то компании. Здесь тоже все зависит от того, какую компанию вы хотите, в какой сфере вы работаете, но мне кажется, технический скилл — это очень важно. Если вы, опять же, хотите войти в сферу финансов, там, не знаю, допустим, страховой рынок, то здесь вам нужно будет обязательно как-то себя прокачивать со стороны именно вот этих всех сертификатов, потому что в сфере финансов это очень-очень ценится. Поэтому я бы сказала еще, наверное, такой один тоже важный тип, это если в вашем вузе есть Career Service Center, да, то есть которые вам могут там непосредственно помочь с вашим CV, резюме, они могут вам, допустим, подобрать, может быть, компании, то обратитесь к ним, так как у них, я подразумеваю, тоже есть самый последний knowledge и самая последняя статистика по тому вообще, в каких профессиях сейчас нуждается рынок, да, тоже сами об этом почитайте. И действительно будьте очень умны, be smart, когда вы выделяете для себя индустрию, в которую вы хотите пойти, компанию, в которую вы хотите пойти. Потому что в Германии тоже очень важно это не фиксироваться на одной компании на вообще все годы вашей жизни, да, конечно, так тоже можно, но больше ценится ваш опыт, когда вы тоже, получается, пытаетесь найти работу или уже потом, когда вы в дальнейшем будете менять работу. И, как правило, вот эти 2-3 года в одной компании, это считается хороший период. И потом вы уже можете после этого менять свою работу, да. Вот, но действительно, выбирайте индустрии правильно, потому что если вы берете какую-то компанию, в которую вы подаете сейчас свои документы, резюме, то вы будете с этой компанией 2-3 года, и это, если это будет ваше первое место работы после выхода из вуза, то это определенно заложит вообще фундамент вашего дальнейшего развития, вашей карьеры, ваших скиллсетов, вашего нетворка, что тоже очень-очень-очень важно. И после того, как вы уже, допустим, найдете свою первую работу, то вы затем сможете понимать, в какой формат вообще работы вы хотите двигаться дальше, хотите ли вы развивать свой бизнес, хотите ли вы выходить на сферу фриланса, также оставаться на full-time, делать 80%, про все про это я тоже говорю во второй части этого видео, и я очень надеюсь вас там увидеть. Это видео, надеюсь, было информативным для вас, и мы можем даже так подытожить, что не всегда смотрите на вообще social media, особенно LinkedIn, старайтесь на это особо не делать никаких больших ставок, пытайтесь узнавать людей, коннектиться с ними, ходите на нетворкинг-ивенты, чтобы уже у вас были контакты через людей в компании, в которые вы хотите в дальнейшем подавать. Тоже одна вещь, которую я забыла сказать, но очень важна: не оставляйте подачу документов на самый последний момент в компании, потому что сейчас, если вы этим начинаете заниматься там 3 месяца до вашего выпуска из университета, это уже поздно. Этим нужно заниматься как минимум 1 семестр до, 2 семестра до. Это очень важно, начинать поиск работы заранее, особенно если вы иммигрант в Германии и особенно если у вас ваша виза зависит от обучения и от вашей работы в Германии. Четвертое, я бы сказала, прокачивайте тоже свое CV, пытайтесь вообще последний год вашего университета, последний семестр вашего университета набрать как можно больше технических скиллов и именно посмотреть, что релевантно для индустрии, для компании, в которую вы хотите податься, да, как работник. И, наверное, пятое, это тоже понимать вообще рынок, читать о рынке,
и быть в курсе того, какие специалисты сейчас нужны, какие, опять же, да, скиллы нужны сейчас на рынке, чтобы не было такого, что потом вы будете вообще жалеть про выбор своей работы, и вы будете просто искать сейчас работу, вот просто чтобы для какого-то, да, tick the box называется. Вот, наверное, это были мои такие, да, 5 наблюдений, которые я сейчас замечаю для людей, для молодых людей, которые только сейчас находятся в стадии поиска работы, в стадии выхода на рынок труда в Германии. Как уже сказала, надеюсь, это было видео для вас полезным, и мы увидимся с вами во второй части этого видео. Пока!